Москва полна старинных легенд, древнейших историй и кровавых событий и считается одной из самых мистических мест в мире. Огромный город, обычный днем, но с наступлением ночи. Всех приветствую на своем канале, и сегодня хочу поделиться с вами историями из прошлого. Дом на Берсеневской. Место, где построен дом, еще с древних времен считалось гиблым и мрачным. В народе называли его болотом. Боярин Иван Берсенбек-Лемишев, по имени которого набережная названа Берсеневской, начал строить здесь свои хоромы еще в XVI веке, но так и не достроил. Был казнен по приказу царя Василия III, обезглавлен на берегу Москвы-реки в 1525 году. Следующим хозяином был Малюта Скуратов, опричник и помощник Ивана Грозного. До 1917 года Боярский дом на Берсеневке обозначался как палаты Малюты Скуратова с домовой церковью и с пыточным подвалом, где Малюта истязал свои жертвы, изгалялся вместе с царским шутом и палачом Васюткой Грязным. И никто не мог помешать Малюте в его кровавых делах. Свидетельства и доказательства его зверств находят и в наши дни. Пыточная Малюты считалась легендой до 1906 года. При строительстве электростанции на Берсеневке были обнаружены серебряные монеты времен Ивана Грозного, расчлененные скелеты со следами жестоких пыток, цепи, подвесные крючья и истлевшие пыточные клещи. Говорят, две дочки Малюты, жившие в этом же доме, занимались своими злодеяниями с дворовыми, не отставая от папеньки. Одна из сестер вышла замуж за Бориса Годунова, и дом этот в приданое достался молодым. Следующим владельцем стал сам Годунов. Погиб Малюта Скуратов, настоящее имя Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, 1 января 1573 года во время штурма крепости Вейсенштейн. Призрак Малюты Скуратова до сих пор бродит по коридорам и подвалам своих владений и не дает никому покоя. Во времена царской России у реки приводились в исполнение смертные приговоры через повешение. Именно здесь был публично казнен Емельян Пугачев. Все хозяева дома печально заканчивали свою жизнь. Например, Алексей Курбатов был обвинен Петром I в казнократстве и умер под пытками в 1721 году. А сам Аверкий Кириллов, в честь которого и названы палаты, во время стрелецкого бунта в 1682 году был жестоко убит. Окровавленный и искромсанный труп потащили на Красную площадь под крики «Расступитесь! Думный дьяк идет!», выкрикивая все его грехи. Великие взятки взымал, и налогу, и всякую неправду чинил. Разбойник Ванька Каин грабил здесь же проезжавших купцов, а совсем неподалеку устраивались кулачные бои. В советское же время возвели у бывшего подворья Скуратова дом на набережной. В 30-е годы XX века репрессиям подверглись более трети жильцов этого дома. В доме жила семья репрессированных, которые до ареста очень любили слушать довоенное танго в парке Чаир. После их ареста жильцы дома часто слышали это произведение из их квартиры, хотя в этой квартире пока никто не проживал. Окрестности Останкино очень давно считаются одним из самых мистических и загадочных уголков Москвы. В этом месте люди часто сталкивались, да и сейчас в наше время сталкиваются с необъяснимыми происшествиями или встречают самых настоящих призраков. Любой сотрудник телецентра может поделиться историями о привидениях, с которыми он столкнулся, работая в Останкино. Правда это или вымысел, верить или нет – дело каждого. Но вот странную древнюю старуху-горбунью с клюкой, которая появляется перед каким-либо печальным событием, замечали около телецентра и дворцового ансамбля, построенного графом Шереметьевым много раз. Кто она и откуда взялась в Останкино? Некоторые считают ее духом колдуньи, которую когда-то похоронили заживо, и с тех пор ее дух не находит в себе покоя. Кому-то она пророчит беду, а кого-то предупреждает об опасности. Первое упоминание об останкинской горбунье было в 1558 году. Владелец этих земель, боярин Алексей Сатин, решил распахать пустошь.
Не успел он приступить к работе, как к нему явилась Горбунья и сказала: «Не тревожь эту землю, не зря она Останкинская зовется. Людские останки здесь лежат. Тронешь – быть беде». Боярин не поверил и велел прогнать гостю прочь, а через 3 дня его казнили по приказу Ивана Грозного. Земля осталась нераспаханной. Останкино перешло к царскому опричнику Орну. Он обладал лютым нравом, с легкостью проливал чужую кровь и творил зверства, кутил и буйствовал с гостями, наводя ужас на местных жителей. Часто разрывал старые могилы на погосте в поисках ценностей, устраивал жуткие оргии со своими собутыльниками, голыми прыгали около костров, забивали бродячих собак и пили вино, смешанное с кровью. Однажды и его посетила Горбунья. Замахнулась на него клюкой и произнесла: «Угомонись, пёсья голова, иначе будет проклято имя твое и весь род твой». Орн не обратил внимания на слова ведунью и прогнал старуху со двора. Вскоре он совершил очередное злодеяние. Отнял у проезжавших мимо заморских купцов перстень, предназначенный для царя. По легенде, перстень имел особый знак, выложенный из драгоценных камней, древний символ мироздания. Владели им французские короли из династии каролингов, а после их падения украшение перешло к дальним родственникам. Иван Грозный давно знал об этом перстне, ему приписывались мистические свойства, и дал указание своим слугам отыскать этот артефакт. После долгих поисков посланники царя все же раздобыли перстень и под видом купцов повезли его Ивану Васильевичу. Дабы скрыть преступление, Орн убил ограбленных купцов, закопав их тела на старом кладбище. Царю успели донести о преступлении опричника, и тот послал за ним стражу, чтобы выбить из него признание и украденный артефакт. Но опричник успел сбежать и скрылся среди останкинских болот, где исчез без следа. Царские слуги не нашли ни награбленное золото из могил, ни похищенный им перстень. После этого Останкино долго переходило из рук в руки, пока не стало собственностью графов Шереметьевых. Графы Шереметьевы, которым принадлежала Останкинская усадьба, имели домашний театр. С актерами обращались сурово. Крепостные актрисы жили невесело. Они болели чехоткой, их пороли розгами, и в конце концов многие топились в здешних прудах, которые прозвали Актеркиными. Теперь на костях утопленниц стоит жилая высотка. Один из его владельцев, Николай Петрович Шереметьев, влюбился в крепостную актрису из своего театра, прекрасную Прасковью Ковалеву, Жемчугову. Печальная и трагическая история любви крепостной актрисы и аристократа хорошо известна. Император не позволил графу жениться на крестьянке, и Шереметьев пошел на отчаянный шаг, дал любимой вольную, а в 1801 году тайно с ней обвенчался. В конце того же года молодожены собрались отправиться в Петербург. Вечером перед самым отъездом молодая графиня встретила в одном из коридоров Останкинского дворца незнакомую ей старуху горбатую с морщинистым лицом, которая сказала: «Я пришла, чтобы предостеречь тебя. Сегодня ваш театр прислали 2 пьесы. Возьми только одну рукопись, а другую оставь». Актриса была удивлена. Действительно, в тот же день ей передали от неизвестного автора перевод 2 пьес Шекспира «Антоний и Клеопатра» и «Гамлет». Роли Офелии и Клеопатры так понравились Прасковье, что она решила непременно сыграть их, несмотря на то, что обе героини умирали. Но старуха-вещунья была другого мнения. Где 2 смерти понарошку, там и 3 быть наяву. Верь моим словам, не бери сразу 2 пьесы. Графиня не поверила вещунье, а граф Шереметьев поддержал решение жены. Ведь это были произведения великого Шекспира, и переводчик вложил всю душу, переводя их с английского языка. И стала Прасковья репетировать обе роли. Спектакли не состоялись, старуха оказалась права. Незадолго до премьеры актриса поняла, что беременна, и решила не выходить на сцену. Из-за беременности и пережитого ранее ее здоровье сильно ухудшилось, и она умерла спустя пару недель после рождения сына. С момента встречи с загадочной старухой прошел всего год. Приходила ведунья и к Павлу I, когда тот навестил дворец графа Шереметьева.
Говорили, что Павел долго беседовал с ней наедине. После сообщил Шереметьеву, что теперь точно знает, когда его убьют, умолчав об отпущенном ему сроке. Не избежал встречи с Горбуней и польский король Святослав Август Понятовский, гостивший в Останкино у графа в 1797 году. Старуха и ему предсказала точную дату кончины. Понятовский никому не открыл, что же именно сказала ему пророчица. А спустя всего лишь полгода после этого он скоропостижно скончался. Причина его смерти точно не установлена. В 1856 году в имении Шереметьевых владельцем на тот момент был Дмитрий, сын Прасковьи Жемчуговой и Николая Петровича Шереметьева, прибыл со всей своей семьей император Александр II. Поднимаясь на крыльцо, государь оступился. Кто-то поддержал его. Это оказалась незнакомая горбатая старуха. Она тут же исчезла, успев прошептать: «Будешь ты, государь-батюшка, править 25 лет, а погубит тебя злой безбожник». Страшное предсказание услышал не только император, но и его окружение, свита и Дмитрий Шереметьев. Граф был потрясен. Останкинская старуха оказалась не легендами времен Ивана Грозного, не сплетнями суеверных селян и не смутными слухами о предсказании, якобы данном его матери незадолго до ее смерти. Граф был человеком глубоко верующим. Дмитрий Шереметьев решился на отчаянный шаг, решил избавить свои земли от зловещего призрака. Летом 1866 года он привез в Останкино одну из главных святынь – чудотворную икону Иверской Божьей Матери. Сначала в местной церкви было проведено богослужение, а потом икона была отнесена в графский дворец, где отслужили молебен с водосвятием. Дмитрий Шереметьев распорядился пронести чудотворную икону по домам местных крестьян, когда-либо видевших призрак старухи. В Останкино воцарился покой, ни горбатая старуха, ни странные явления больше не тревожили жителей. Предсказание останкинской ведуньи все же исполнилось в марте 1881 года. Александр был убит революционером. А в начале 20 века старуха Горбунья начала вновь появляться, чтобы снова предостерегать москвичей о приближающихся бедах и напастях. Хотя, как и раньше, ей мало кто верил. Археологи считают, до христианства на Руси в этих местах совершались жертвоприношения. При Петре I открыли небольшое немецкое кладбище для умерших в столице иноземцев. В 1746 году открылся морг, и при нем был основан погост. Здесь хоронили за общественный счет нищих и бродяг, неопознанных жертв различных преступлений. Сюда же свозили самоубийц и душегубов. Через пару десятилетий кладбище разрослось и стало называться Лазаревским, по имени возведенной около него часовни святого Лазаря. Неудивительно, что этот район с давних пор имел дурную славу и оброс множеством жутковатых легенд. Именно здесь, в 60-х годах прошлого века, было решено возвести новый телецентр. Район находился на окраине столицы. Было достаточно места для масштабного строительства. В наше время не принято верить во всякую мистику и чертовщину. Малый телецентр на улице Академика Королева и Останкинская телебашня стоят на месте бывшего кладбища. Те, кто работает здесь, часто жалуются на недомогание. Эти проблемы со здоровьем объясняются вполне реалистично. Уровень электромагнитного излучения в зданиях телецентра сильно превышает норму. И это не особенно полезно человеческому организму. В 90-х годах старуху Вещунью заметили и запомнили. Одно из наиболее запомнившихся ее появлений в октябре 1993 года. За пару дней до печально известного штурма телебашни охранники увидели у входа незнакомую сгорбленную старуху в темной одежде. Она пыталась войти внутрь. Один из них остановил странную старушку. Женщина принюхалась, хрипло пробормотав: «Кровью тут у вас пахнет», развернулась и словно растаяла в воздухе. В августе 2000 года, за пару дней до пожара на телебашне, журналист увидел бредущую ему навстречу старуху Горбунью, которая потрясла клюкой и крикнула: «Гарью здесь пахнет, дымом».
В эти же дни видел старую вещунью и телеведущий, который столкнулся с ней. И его предупредила старуха о пожаре. К сожалению, никто не принял ее слова всерьез. 27 августа в телебашне вспыхнул пожар. Полностью выгорело 3 этажа. Пожар привел к человеческим жертвам. История о черной старухе намного старше телебашни и самого района. Еще во времена Ивана Грозного встречали здесь москвичи горбатую пророчицу. Телевизионные земли в столице считаются вредными из-за электромагнитного излучения и множества антенн. Но сила здесь все-таки таится более древняя, страшная и недоступная нашему пониманию. Старое Останково было местом языческим, бесовским. Потому-то здесь и устроили кладбище для самоубийц. Говорят, не 100 лет перед несчастьями и катастрофами появляется старуха с клюкой. Всем спасибо, что были со мной. Спасибо за просмотры, лайки, а также за комментарии. Если вам было интересно, подписывайтесь и включайте уведомления. Пишите комментарии. Всем пока!